На суше, на воде, в траве, на дереве, повсюду цветов есть очень много всяких, которые достойны любования. А я так люблю один только лотос за то, что из грязи выходит, но ею отнюдь не замаран, и чистой рябью омытый, капризных причуд он не знает. Это философское сочинение XI века читал наизусть в присутствии императора Каньси его любимый внук Хунли, когда ему было всего 6 лет. Сам великий император Каньси в 6 лет уже взошел на трон и правил Поднебесной 61 год. Его внук, император Цянь-Лун, правил 60 лет, а затем, исполняя клятву, данную в молодости, передал престол сыну, чтобы его эра не продлилась дольше царствования деда. Период от Каньси до Цянь-Луна вошел в историю как «Золотой век империи Цин». После восшествия на трон каждый император должен был принять девиз правления, по которому велось летоисчисление, и часто именовался он сам. Так, 25-летний Асиньгёра Хунли, 4-й сын императора Юнчжэна, избрал девиз «Цянь-Лун», что означает «непоколебимое и славное». Эпоха Цянь-Лун длилась с 1736 по 1796 год. В Китае считали, что император получает власть от неба на правление миром, поэтому в официальных документах его именовали «сыном неба» или «небесным правителем». В императоре видели высшее существо, поэтому отныне его личное имя запрещалось писать и произносить вслух. За нарушение запрета грозила казнь. Жизнь императора и его двора была строго регламентирована. В ней не было места чужакам. Высокие стены и ров надежно защищали императорскую резиденцию, запретный город. После захода солнца мужчинам не из императорской семьи оставаться здесь запрещалось. Исключение составлял лишь отряд придворной гвардии на своем посту. Главный вход в запретный город – полуденные врата Умэнь. В передней южной части дворца, согласно китайской традиции, размещался двор для важнейших государственных церемоний, приемов и аудиенций. По центру один за другим расположены 3 главных павильона. Церемония восшествия на престол нового императора завершалась в тронном зале павильона в высшей гармонии, самым большом во дворце. Цянь-Лун стал первым императором, который занял престол по системе тайного указа. Эту систему ввел его отец, император Юнчжэн, чтобы предотвратить разрушительную борьбу сыновей за власть. Он собственноручно подписал 2 экземпляра указа с именем наследника. Один носил с собой в запечатанном футляре, другой же хранился во Дворце Небесной Чистоты высоко над троном. После смерти императора надлежало сверить эти указы. В день вступления на престол, на рассвете, император Цянь-Лун совершил главный обряд 3 коленопреклонений и 9 земных поклонов перед гробом отца в домовом храме почитания предков. Для императоров эпохи Цин управление Поднебесной с сыновней почтительностью было основой государственной политики. После вступления на трон он сразу же присвоил своей матери уважительный титул Хуан Тайхоу, вдовствующая императрица, и почетный титул Чун Цин, досточтимая и благословенная. С годами почетный титул рос, и в канун ее 85-летия утвердился окончательно, достигнув 18 иероглифов.
У императора могло быть 2 или 3 жены и множество наложниц. Будущая императрица Сяо Сяньчунь была выбрана главной женой Хун Ли, когда ей было 15 лет, а ему 16. На 2-й год своего правления он возвел жену в сан императрицы. Она родила ему 2 сыновей и 2 дочерей. 3 детей умерли в раннем возрасте, в живых осталась только 2-я дочь. Горе от потери детей подорвало здоровье императрицы. На 13-й год эры Цяньлунь она умерла. Император горько оплакивал ее кончину и выразил свою боль в поэтических строках. 20 лет единства сердец превратились в текучую воду. Слезы боли и страданий напитали восточный ветер. Император отдал специальное повеление даровать ей посмертный титул «Императрица Сяосянь», почитающая родителей, высокодобродетельная. После смерти Цяньлуна ей был присвоен посмертный титул Сяо Сяньчунь. Повседневная жизнь запретного города протекала за вратами небесной чистоты. Там, в северной части, находились жилые покои. Самый большой дворец небесной чистоты был резиденцией Сына Неба. После императора Канси в нем уже не жили, и он стал местом, где занимались государственными делами. Одним из дел правителя было поддержание военной мощи империи, обустройство ее границ. 10 побед в военных кампаниях называли 10 свершениями императора. С XVII века Манчжурская империя Цин вела войны с западными соседями – Джунгарским и Кашгарским ханствами. Камнем преткновения был контроль над Халхо-Монголией и Тибетом. К 1759 году император окончательно покорил Джунгарское ханство и присоединил к империи обширные земли. К числу 10 свершений императора Цяньлуна относят также 2 кампании по подавлению мятежей населения Цзиньчуани в провинции Сычуань, подавление восстания Линьшуанвэня на Тайване, походы во Вьетнам и Бирму и 2 войны с непальскими гуркхами. В ознаменование этих побед была сделана императорская печать «Совершенный старец 10 свершений». Сочинение императора Цяньлуна «Рассуждение о печати» объясняет причины ее появления. Он пишет, что главное – не военные заслуги и боевые подвиги. Главное – помнить о том, что император должен проявлять неустанное усердие в делах, чтить волю неба, заботиться о народе и оберегать его. Чтобы оградить Китай от чужеродной силы и не допустить вмешательства во внутренние дела страны, решено было постепенно закрыть Срединную империю для чужеземцев. Европейская торговля в морских портах и распространение христианства все больше воспринимались в Китае как потенциальная угроза. Политика изоляции или морского запрета складывалась постепенно в течение нескольких десятилетий введением все новых ограничений. Экономика Поднебесной была самодостаточной и практически не нуждалась в импорте товаров. В 1757 году император Цяньлунь запретил иностранную торговлю во всех портах, кроме Гуанчжоу, известным в Европе как Кантон. Фактории европейцев в других городах были ликвидированы, и въезд в страну иностранцам закрыт. Проповедь христианства подданным империи также была полностью запрещена. Тем не менее, с XVI века благосклонностью двора пользовались и иезуиты-ученые, астрономы, физики, математики,
медики, географы, филологи и архитекторы. Как и его дед, Цянь-Лун покровительствовал художникам. Среди них был итальянский миссионер Джузеппе Кастильоне, автор многих портретов императора. На этом свитке Цянь-Лун изображен дважды – в юном и зрелом возрасте. В бамбуковом лесу он любуется цветами сливы мэйхуа. На протяжении всей жизни Цянь-Лун коллекционировал древности и собрал огромную коллекцию произведений искусства. Увлекался музыкой и театром, поэзией и каллиграфией, поощрял искусство фарфора, перегородчатой эмали, резьбы по нефриту и слоновой кости. Он организовал колоссальную работу по систематизации литературного наследия. Было составлено более 1 миллиона иллюстрированных каталогов и книг. Самым главным трудом стало полное собрание книг по 4 разделам, благодаря которому сохранились редчайшие произведения. Собрание представляло полную систематизацию классических древних текстов Китая в одном издании – 36 тысяч томов. На 60-м году правления император Цянь-Лун объявил своего 15-го сына Юнь-Яня наследником и сообщил о его вступлении на престол на следующий год. Этот свиток писан императорской кистью и озаглавлен «Поздравление с началом законного правления». Себя Цянь-Лун объявил Тайшан-Хуаном, высочайшим императором, передавшим власть. На самом деле, под предлогом наставления правлению, он обладал всей полнотой власти и не выпускал ее из своих рук еще 3 года, вплоть до самой смерти. Перед его глазами прошла целая эпоха. Он стал свидетелем жизни 7 поколений, от своего деда до своего праправнука. Из всех императоров в истории Китая Цянь-Лун прожил самую долгую жизнь и дольше всех правил Поднебесной. С его именем ассоциируется наивысший расцвет Цинской империи, время ее могущества и благоденствия.